Что вы делаете у меня в колонке? Вы хотите, может, кушать? Или музыку слушать? Музыку слушать, ладно. Когда Иисус Христос явился народу, это херня, серьезно вам говорю. Вот новая история с Ивангая, это событие мирового масштаба. Про это стоит написать новую Библию. Нам сегодня нужен хороший кликбейт, отменный, которому поставит Антон Логвинов 10 из 10. Как бы нам такое придумать, что взять за основу? С вами Лайкобосс. И перед началом просмотра видеоролика хочу заключить с тобой вот такой уговор. Если ты уже ждешь лета, чтобы были каникулы... Они опять меня обманули, я подаю в суд, серьезно. Я ожидал увидеть новый клип Ивангая, Ванечки, моего любимого Ванечки, господи. А здесь какой-то хер играет в GTA. Кто-то все еще играет в GTA и несет какую-то несусветную чушь про лайки и подписки на его канал. Все же знают, что подписываться нужно только на один канал, на мой. Как мы знаем, Ивангай очень долго не презентовал своего клипа и совсем не объявлялся ни в каких соцсетях и ничего не постил в последнее время у себя в Инстаграме. И один из блогеров подошел к Ивангаю с таким вопросом: когда же выйдет новый клип? И на что Ивангай ответил, что через 2 недели он его презентует. Если веришь, напиши в комментариях верю или же не верю. А если у меня есть IQ, я могу не писать ничего в комментариях и не смотреть это видео? Мне всегда было интересно, как выглядят авторы этих каналов, которые вместо того, чтобы просто показать свое лицо, они запариваются и вставляют туда, как они играют в GTA или в какие-то другие гонки, для того, чтобы удерживать внимание школьничков, которые в принципе не могут смотреть на что-то, кроме движущейся вперед картинки. Ребята, что же известно о клипе Ивангая и как же вы считаете, когда же он все-таки выйдет? Спасибо, что вы оставляли эти отзывы, мне очень приятно. Он что, пока я спал, украл мой Гран Туризмо и начал записывать с ним видео? Подождите, мне показалось, или это тот же самый чувак? Этот канал полностью посвящен Ивангаю. Ивангай в сети. Хочет удалить канал. Ивангай и Фейс друзья. Фейс избил Ивангай. Вы думали, почему Ивангай откладывает свой клип на 2 недели, на месяц? На самом деле, это он ведет этот канал Лайкобосс. Всем привет, с вами Лайкобосс. И сегодня мы узнаем, когда новый клип Ивангая. А я не Ивангай, я же разговариваю другим голосом. Типа 5 минут спустя я заметил больше правой, моя левая ноздря. Короче говоря, новый клип Ивангая. Все, это... Когда уже нету темы для съемок, короче говоря, появляется на свет это. Короче говоря, новый клип Ивангая. Это было воскресенье. Я лежал на кровати и залипал на потолок. Это продолжалось еще 30 минут. Меня позвала мама. Я встал с кровати и пошел вниз. Этот чувак, сын какого-то миллиардера российского или что? Смотрите, в каких хоромах он живет. Мама сказала, что сегодня Пасха, и я должен себя хорошо вести и поздравить всех с этим праздником. Я послушал ее и поздравил. Ведь сегодня я послушный. Он похож на Ярика Лапу или на Славу КПСС молодости. Если бы Слава КПСС был красивым мальчиком. Я пошел наверх и задумался, чем бы заняться. Ведь сидеть в телефоне мне надоело, а гулять идти неохота. Я решил, что пойду просить у всех яйца. Пойду просить у всех яйца? Чувак, я соболезную, что у тебя не получилось родиться со своими яйцами, но ладно, это не суть. Мне еще больше захотелось посмотреть этот клип. Я уже начал нажимать на клип. Так, стоп, ну не могу же я посмотреть это без чайка. Спустился вниз и заварил себе чай. О! Этот чувак просто показывает свою дорогую хату, неважно даже о чем он снимает видео, главное смотреть, в каких хоромах мы живем. Правда, эта хата находится в Люберцах, но... Лучше. Теперь точно можно посмотреть. Я открыл видео, устроился поудобнее и начал смотреть. Вау, обалдеть. Это самый классный клип. Зашел на канал Вани, чтобы поностальгировать. Так, стоп, почему на этом канале нет галочки? Меня опять надули. Короче говоря, новый клип Ивангая. Браво, брависсимо. Если бы я снимал, короче говоря, я бы снимал точно так же. Потому что я не понимаю, когда новый клип Ванечки. Почему меня пытаются надуть? Каналы, которые создают видео с новым клипом Ивангая, они ничем не отличаются от цыган на улице. Спустя полгода отсутствия Ивангай наконец-то вернулся. И вернулся он не с пустыми руками, а именно с новым клипом. И когда Ивангай выпустит новый клип, ты узнаешь именно в этом ролике. О, Но стой, боже чувак, мой. погоди пару секунд. Если Стой. ты в течение 3 секунд успеешь... Стой, я скопирую Лифи. Сейчас я спародирую Лифи, точнее, как его, в России там Катайн был, который главный пародист Лифи. Разводила школьников, которые разводят на лайки. Сейчас посмотрите, как оригинально продуман призыв к действию. Смотрите. лайк под этим видеороликом и подписаться на мой канал, то у тебя в институте или школе будут только одни 5 по всем предметам. А если у тебя вдруг другая система оценивания, то у тебя будет самый... А если вдруг у тебя нет мозга, и ты не учишься, и тебе не нужны, в принципе, оценки, и ты смотришь мои
видео, то я не знаю. Тут, конечно, несколько вариантов, как избавиться от этих мучений. Всего лишь за какой-то лайк и подписку на канал ты станешь круглым отличником. Пародия на пародии, просто копия на копии. Люди без индивидуальности, люди без желания делать что-то свое, люди без чувства стиля, вкуса и полное говно. Есть британский блогер Ксай, про которого, наверное, вы знаете. Он так же, как и Ивангай, пропадал на полгода. Просто полгода его не было. И угадайте, что с ним стало. Через полгода он вернулся с новым клипом, потом с видео «Давайте поговорим», типа бла-бла-бла, YouTube превратился в помойку, всех волнует только кликбейты и так далее. И потом сам начал снимать эти кликбейты, влоговые, типа как они вытворяют всякую херню. Возможно, Ивангай сейчас делает то же самое. Возможно, мне насрать, что он сделает, потому что мне интереснее посмотреть, как школьники будут просто пожирать друг друга, как они будут конкурировать между собой за лучший кликбейт на тему Ивангая. Ивангай сидит, наверное, сейчас и потирает лапками. Господи, мне даже делать ничего не надо. Давайте посмотрим его статистику. Спустя 8 месяцев, после того, как Ванечка пропал, на него все еще каждый день подписывается, внимание, по 3000 человек, и у него по 1 миллиону просмотров каждый день. И это все потому, что школьники продолжают снимать эти видео. Куда пропал Ивангай? Где новый клип Ивангая? Ваня просто гений. Пару часов назад Ивангай опубликовал вот это фото, где он стоит с Эвергоном и Шмальцем. Еще один школьник, который пытается докопаться до истины. Он прямо как агент Малдер из секретных материалов. Кадры из нового клипа Ивангая. Ивангай почти доснял клип. Боже! Я не знаю даже, как это сравнить. Насколько абсурдно, насколько глупо это выглядит, когда школьники интересуются клипом непрофессионала. Господи. Ивангай, он всего лишь видеоблогер. Новый клип Tame Impala. У Tame Impala реально крутые креативные клипы. Я не знаю. Даже новый клип 30 секунд до Марса. 30 seconds to Mars. Никто, мне кажется, так не интересуется, когда у них выйдет новый клип. Просмотром подпишись и поставь лайк, так как я знаю, что ты почти всегда это забываешь. Давай, тыкни. Пару часов назад Ивангай опубликовал вот это фото, где он стоит с Эвергоном и Пару часов назад Ивангай опубликовал вот это фото, где он сидит на унитазе и какает. Что бы это значило? Наверное, в этом процессе есть скрытый смысл. Это же Ивангай, он не может просто сидеть и какать. Любому там не какашки, у него из задницы вылазят. А что? Это новый клип. Это новый клип вылазит у него прямо из жопы. Вид у них такой, что они точно не гуляли. И Савергон, я думаю, вряд ли постоянно ходит с такой штуковиной по улице, просто так. Не то чтобы я думаю, что они доснимывали клип. Я уверен, так как это уже не первая фотка с ними. Также раньше Даня Кашин был опубликовал фото, где он стоит с Флэшем и Ивангаем. Они серьезно, ребят. Они серьезно. Все соцсети он уже вернулся, пора уже и на YouTube возвращаться. Что же нас ждет? Трек в стиле Trinergy? В честь того, что у него сколько-то там было миллионов на канале. Что же нас ждет, ребят? Я не думаю, что нас ждет что-то хорошее, с учетом того, что большинство школьников волнует, я не знаю, не... Давайте каждый из вас напишет в комментариях реально важную проблему для вас, которую вы считаете можно решить каким-то коллективным путем, коллективным разумом. Могли бы направить свои умственные усилия на решение какой-то глобальной проблемы. Не знаю, экология, поиск лекарства от рака, я не знаю, перераспределение ресурсов. Хрен знает, вот все что угодно, все, что приходит в голову, напишите. Просто я об этом задумался после того, как посмотрел кучу, просто десятков животрепещущих на тему, когда у сраного Ивангая выйдет сраный клип. Я уже просто хочу закончить это видео на позитивной ноте. На ноте ми. Нет, не до, ре, ми, фа, соль, ля, си. На доте си. Для меня это позитивная нота сегодня. Ну что, ребята, пришло время нормально обсудить, что же будет в песне Ивангая. Наконец-то же он ее выпустит, или же все же забьет на YouTube и не будет больше появляться на нем. Йоу, здорово, народ, с вами Лайкабосс, и перед началом видео хочу пожелать тебе, во-первых, приятного просмотра, а во-вторых, хорошего лета. Надеюсь, ты за это поставишь лайк и подпишешься на канал. Заранее спасибо. Ну и что же, ребят, Ивангай давно не появлялся на ютубе, как мы уже это неоднократно слышали даже от меня.
и от многих других видеоблогеров, которые тоже снимают на данные темы. Но вот почему же Ивангай не выпустит клип, который же обещал сам? Для многих это остается вопросом. Все просто, у него технические неполадки, а именно то, что прогресс не хочет идти из-за того, что он апгрейдит каждый раз свой клип и хочет его сделать на максималках.